Всем привет! Меня зовут Мира. Добро пожаловать на мой новый влог. В этом видео я покажу вам подготовку к осеннему маркету, прогулки по уютным улочкам и просто будни октября. Приятного просмотра! Примерно через 2 недели, 27 октября, состоится новый маркет. Я в этот раз хочу сделать упор на ожерелья и броши в таком немножко готическом лесном стиле. Еще мне хочется немножко переделать оформление самого стола. Как-то я подустала от розовой скатерти, от всего такого миленького. Хочется совсем изменить концепцию. То, как выглядел мой стол на последних 2 маркетах, уже не отвечает моему внутреннему состоянию как художника и не совсем соответствует тому, что я создаю. Я решила попробовать углубиться в лесную тематику. Заказала новую скатерть вот такого темно-зеленого изумрудного цвета. Вообще еще хочется поработать над оформлением стола. Мне кажется, он недостаточно заметный, мало привлекает внимание. Чтобы поддержать лесную тематику, я положу какие-нибудь искусственные лианы, добавлю огоньков, гирлянд. Вот. Но хочется вот сделать какую-то атмосферу на столе, чтобы люди сразу видели, чем я вдохновляюсь при работе. Вообще какое-то складывалось сразу впечатление нужное. Но все равно я все еще ищу, что я хочу делать, как я хочу, чтобы выглядел мой стол, какие ассоциации вызывал бренд. Ну, пока что попробую тему такую лесную, какой-то сказочности. И плюс, мне кажется, темно-зеленая скатерть хорошо подойдет к рождественским маркетам. Бюджета на какие-то супер украшательства стола у меня нет, так что я постараюсь максимально все сделать своими руками. Ну, посмотрим. Просто хочется вот чего-нибудь добавлять. Сегодня среда. На неделе после учебы у меня всегда крайне мало сил, поэтому легче всего делать какую-то монотонную работу. Буду сидеть в фурнитуру для украшений. А вот на выходных мне нужно уже основательно взяться за лепку. Очень много всего нужно слепить. Так что да, план на сегодня такой. Буду делать основы для украшений, для которых я потом сделаю подвески. Честно, когда прихожу домой с учебы, единственное, что мне хочется делать, это просто лечь спать. Сколько бы у меня не было интересных идей, сколько бы я не хотела всего сделать для маркетов, я просто засыпаю сразу. Но чуть-чуть нужно поработать. Вот, потом буду уже отдыхать. Вчера я доделала вот такое украшение, точнее, основу тоже для него. И на вот такой подвесочке будет декор из полимерной глины. Очень с такими красивыми бусинами фиолетовыми. Мне очень стало нравиться делать украшения на такой вот бронзовой основе. Прям выглядит так винтажно, интересно. Вот так вот будет. Да, еще из такого более нежного вот такое ожерелье сделала с светло-сиреневыми бусинами. Я не уверена, что в этот раз я успею сделать кружки и ложки. Вот уже к следующим маркетам, которые будут рождественскими, я уже точно буду делать новую коллекцию кружек и много всего разного. А пока что хочется такое украшение сделать. Вот такие мне пришли новые бусины. 3 цветов. Прям как конфетки какие-то выглядят. Очень красиво. И еще вот такие основы для брошей. И вот такие прозрачные бусины, капельки. Прошлую коробочку я уже до конца заполнила бусинками, поэтому новая.
И еще эти кристаллы сюда положила. Какая красота! Начала я с создания основы для одного из ожерелий. Это довольно кропотливый процесс, хотя и несложный. Просто соединять все бусины друг с другом. На ожерелье, которым я впоследствии леплю декор из полимерной глины, я не добавляю много деталей. Оставляю их такими минималистичными, чтобы не было перегруженности. Looks great for sure. Skilled in his manners, brave in his tone, he can do it all. Gifts in his chamber, all from afar. Still he feels alone. When he goes out, a ride to the shore, hair on his cheeks, manes of his horse. Under pine trees he sits on the moss, a sparrow then sings of a girl. Всем здравствуйте! Сегодня пятница, я только что вернулась с учебы. Буду сегодня весь вечер доделывать украшения и, возможно, даже начну лепить, потому что мне уже не терпится, нужно прям много всего сделать. Еще я решила, что все-таки мне будет недостаточно одних украшений и брошей. Я еще сделаю декор на вот такие миленькие баночки. Просто что-нибудь осеннее, такое уютное, то, что будет подходить, не знаю, для кухонного интерьера. На самом деле сейчас какое-то немножко странное состояние. Вроде бы есть много идей и хочется что-то создавать, но не хватает ресурса. И физически сил совершенно нет. Я прихожу домой очень уставшая, и мне хочется просто спать, ничего не делать. Возможно, я немножко переоценила себя с количеством маркетов, и просто нужно побольше отдыхать. Ну, уже нужно закончить это все. После декабря будет отдых, перерыв от всех маркетов. Либо это просто осень и мое такое болезненное состояние. Практически с начала сентября я перманентно как будто бы немного болею. Просто простуда меня в этом году не отпускает. Плюс совсем скоро будет ровно год, как мы переехали в Канаду. И, видимо, это какой-то значимый рубеж, потому что последний месяц стало заметно больше рефлексии, каких-то попыток проанализировать прошедший год. В общем, всякие такие мысли. Просто я никак не могу собраться с силами и наконец-то начать работать. Вот, не знаю. Теперь я приступаю к созданию подвесок с декором из полимерной глины. Сейчас я делаю такую деревянную подложку, на которой потом расположатся маленькие грибочки. Just as I held it, that inner knowing
привет! Сегодня воскресенье. У нас очень солнечно и не так уж холодно, поэтому мы с подругой решили выбраться в какую-нибудь кофейню, немножко прогуляться, подышать свежим воздухом. Вчера я весь день лепила и занималась украшениями. Уже почти готовы все ожерелья. Я запекла детали и надо их только приклеить. Вот такую еще сделала баночку, как будто бы клубничный пирог. И решила еще попробовать сделать сережки на вот этих заготовках, которые я использовала для ожерелий. Тоже сделала такую деревянную подложку и, наверное, грибочки сюда сделаю. Вот, я думаю, у меня еще вечером после прогулки будет немножко времени поработать. Так что увидимся. Всем здравствуйте, добрый вечер. Я только что вернулась с прогулки. Мне так сильно понравилось. Я даже не ожидала, что будет настолько приятно гулять. Мы ходили по таким красивым осенним улицам, были в очень милой кофейне. Я даже не знала, что листья на деревьях все еще красивые, желтые, не опавшие, потому что я почти никуда не выхожу. Но да, было очень красиво, и сегодня был такой солнечный, теплый день. Прямо нам очень повезло. В общем, я уже на таком домашнем. Хотела показать вам, что я успела сделать вчера из украшений. Во-первых, это вот такое лесное украшение. Остальные заготовки я еще не успела прикрепить к ожерельям, но пока просто так покажу. Вот такие вот есть грибочки фиолетовые. Я сделала ножку грибочков такие полупрозрачным цветом. Потом вот такая вот сирень на черном фоне. Не знаю, я не понимаю, хорошо ли получилось или не очень. Никогда не пробовала лепить сирень. Еще и такую мелкую. Ну, посмотрим. И вот такое вот сердечко с глазом будет для красного ожерелья. А вот эта заготовка для сережек. Я на самом деле начала делать пару таких, но это я еще не доделала. Будет такие сережки-мухоморы. Мне кажется, прикольно выглядит. И последняя вот такая брошка с тыковкой. Я еще сейчас вам покажу поближе. Ой, ну, мне кажется, очень мило. Это, конечно, очень мало. На самом деле, я думала, что я успею побольше за один день.
возможно, нереалистичное ожидание. Ну, сейчас у нас 7 часов. Может быть, я сейчас еще немножко полюблю. Мне, конечно, еще нужно по школе кое-что сделать. Но, не знаю, у меня есть еще одна неделя, и в пятницу у нас, по-моему, выходной, поэтому у меня будет целый день для лепки и для подготовки декора на стол. В общем, режим турбо нужно включать. Второе ожерелье вот такое. И вот такие вот милейшие заготовки для сережек с тыковками. Я уже все это приклеила. Так вот выглядит сзади. Мне кажется, очень мило. Вот такие вот разные грибочки. Постаралась я, конечно, сделать одинаковыми, но не прям идеально получилось. Все равно есть отличия. И вот такие вот брошки. Это просто с тыковкой. А вот это вообще я первый раз такое делала, как будто картина. Такой вот ночной лес с луной. Мне очень нравится. Я уже хочу себе эту брошку оставить, честно. Ну и тыквенные пироги я снова сделала тоже. Сейчас буду уже их все соединять, делать сережки из этих всех заготовок. Jimmy loves to pet his dog, and he loves to hug his mom, hug his mom. Jimmy loves to walk his dog, Jimmy loves his big black dog, his big black. Для стола на маркет я решила сделать гирлянду с названием своего бренда. Купила большой лист белого картона и стала размечать буквы. Я решила не использовать никаких трафаретов, просто нарисовать все буквы от руки. Something was with you, my friend. Вот такие вот буковки. We would walk and laugh along. He would say that we're just rocks in a creek. I said if the trees could talk,
they would say, don't cut me down, don't cut him down. But there is murky water flowing by the waterfall. Saw it in his eyes as he stood in shock and oh too. Something was. Итак, все буковки готовы. Это название моего бренда, если что. И теперь нужно все это прикрепить на вот такой вот жгут, чтобы можно было повесить на стол для маркета. Итоговый результат меня более чем устроил. Мне кажется, это очень классная и бюджетная идея для всех мастеров ручной работы, кто участвует в маркетах, особенно если скатерть на столе темного контрастного цвета, то будет очень выгодно смотреться. Оставшуюся неделю перед маркетом я не записывала разговорных частей, пыталась поскорее все успеть и немножко выбиралась на улицу посмотреть на уже угасающую природу. Здесь мы были на концерте в церкви. Я вообще приехала в университет на день открытых дверей. Уже такая темень, хотя всего лишь 7 вечера. Я взяла с собой книжку почитать, пока ехала в автобусе, и сделала в термосе кофе с корицей. Прям атмосферно, конечно. Эту книжку я начала читать для школьного задания. И я обычно не читаю научную фантастику, но эта история мне очень понравилась, прям так сильно затянула. Последние пару дней перед маркетом я доделывала сережки. Come here, you thought. Come here, you're loved. You called me into your home. You called me into the storm. Come here, you are safe here. It's your words I don't feel. How could I? Dancing steps that were not mine to dance. Oh, I ran. И, собственно, вот так вот выглядел мой стол на маркете. This delight. И на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока!